подальше, чтобы оно захватывало хорошо все поле. Как-нибудь вот так вот. Так, всем привет, кто смотрит стрим. Это Куропаты сегодня. Сегодня среда, смена БХД. Сегодня, значит, мы будем стоять, нас сегодня немного, как вы видите из названия, пока только двое. Будем раздавать листовки посетителям, чтобы, возможно, кого-то вразумить. Но чем сегодня отличается наша трансляция? Я, значит, поставил телефон на штатив и буду вести трансляцию, не управляя, собственно. Поэтому я даже не буду читать ваши сообщения. То есть просто будет идти фиксация, что как происходит. Вы сами можете увидеть, услышать. Привет, кот, это ты? Что-то не то с голосом. В смысле, что это не то с голосом? Не слышно ничего? Или как? Звук вообще есть? Нормально все? Отпишите в чате, как звук есть. Собственно, вот, да. И сейчас я подойду и буду тоже там стоять, раздавать листовки. Просто сейчас я как бы настроил стрим. Слышно отлично, но голос у тебя другой. Ну, может быть, простыл немножко.
Так, ну что, посмотрим, что там в комментариях у нас написали. В общем, кто присоединился, кто не понял, мы стоим возле Бульбаш-холла. Это такой стрим проходной, то есть я поставил на штатив, чтобы вам было видно происходящая ситуация в реальном времени. Можете иногда заходить, когда время есть, поглядывать. Мы стоим вдвоем, раздаем листовки, так сказать, пока Павел Северинец на сутках, людей сегодня пока не очень, там еще к вечеру подъедут, так что вот такие дела. Делаем, стараемся как можем. Так что, если что, вы не расстраивайтесь, что я не читаю ваши комментарии, потому что я вот там вдалеке хожу. А стрим идет.
Так, ну что, народ, что тут у нас? Жумаш Амаров. Некоторые разочаровываются, когда объясняют. Ну, видишь, листовки берут, значит, толк есть. Но когда как? А понимаешь, главное дать листовки тем, кто хочет взять. Тем, кто не хочет, мы как бы не имеем права. Люди имеют право свободно проезжать, даже в том числе в этот бульбашхол. Это как бы право лично каждого. Мы же не запрещаем никому проезжать. Просто всем мы предлагаем взять листовку, чтобы человек имел сведения, куда он едет. А дальше все на его совести. Если он считает, что его совесть, так сказать, ничего не жмет, чтобы жрать на костях, ну, пожалуйста, твое дело. Мы в свободной стране, свободные люди. Хочешь, жри. Никто ж не говорит, что нельзя, там, что... Мы просто предупреждаем, и не более того. Поэтому, когда кто-то говорит, почему все так вот вяло, почему вы там пускаете, мы не имеем права препятствовать. Мы всего лишь предупреждаем, даем вот такие вот листовочки, бумажки, чтобы люди имели представление о том, что происходит. А если у них внутри как бы ничего такого нет, они считают, что это нормально, ну окей, ваши проблемы. Так что такие дела. Кто присоединился, мы стоим возле ресторана Бульбаш-холл в Куропатах. Сегодня среда, сегодня смена БХД, белорусской христианской демократии. Но, к сожалению, Павел Северинец находится на сутках, вы это знаете, ему дали 15 суток, поэтому сегодня людей немного. Вот я стою здесь и еще человек. И дальше я не знаю, еще там подъедут к вечеру. То есть я периодически вот говорю, да, не забывайте, кстати, подписываться на канал, кто не подписался, ставить лайки, делать репосты. Обязательно подписывайтесь. Это как бы сегодня просто вот такой день стрима. Потому что никогда не знаешь. Я хотел изначально стримить в Facebook только по готовности, когда ватники какие-нибудь подъезжают. Но ты никогда не знаешь, когда там что, когда кнопку нажать и вот такое вот дело. Поэтому я решил таки запустить стрим, и чтобы все в реальном времени просто видели онлайн, как бы, да, с камеры, что происходит возле Бульбаш-холла. Такая вот трансляция. Кто хочет, подключайтесь в любое время, там, смотрите. Тут мало что происходит, это рабочий день, но тем не менее.
Так, привет всем, кто смотрит. Вот, я думаю, возможно, у кого-то возникли вопросы, типа, что так, вот почему мы пропускаем некоторые машины, не даем. Дело в том, что многие люди здесь, они уже ездят каждый день. И вот активисты, которые давно стоят, они их уже знают. Поэтому нет смысла давать листовки одним и тем же, которые, как бы, ну, поставщики упертые, которые не переубедятся. Поэтому некоторые проезжают, они просто сами не открывают, не берут. И мы как бы не имеем права насильственно им всовывать эти листки. То есть наша задача в первую очередь информировать людей, которые просто случайно заехали. Понимаете, по законам, да, мы же живем по законам, каждый имеет право приезжать хоть в бульбашхол какой-то, хоть куда хочет. Это как бы его право. Это мы не можем запретить им туда ехать, но мы должны предупредить, показать листовки и, главное, зафиксировать номера.
Так, ну что вы тут, я смотрю, не очень-то скучаете. 15 человек стабильно держится. Кто новый присоединился, подписывайтесь на канал, делайте репост. Это Куропаты, это среда, день БХД. Мы вот вдвоем стоим, тормозим машины. Тех, кто хочет взять листовки, тем даем. Тем, кто не хочет, тем не даем, потому что они все равно не возьмут. Как бы вот такое дело. Стоим, пытаемся проводить разъяснительную работу. Людей очень мало. Кого задержали, кто не может, рабочий день, поэтому вот такие дела. Все так грустно. Павел Северинец на сутках. Вот стоим. Если вам интересно, можете подключаться в любое время, смотреть. Я сегодня планирую всю смену вести стрим, насколько батареи хватит. И вы можете увидеть, что тут происходит в Куропатах. То есть это такая онлайн-камера, живой взгляд на Куропаты. В любое время подключаешься и видишь, что происходит в реальном времени. Один минус. Я стою там, поэтому я не могу отвечать на ваши комментарии в чате, потому что я их не вижу. Так что извиняйте, я заранее прошу у вас извинений, что я не могу читать комментарии, потому что я их не вижу. Но вы можете наблюдать за нашей работой. Я думаю, вам там все хорошо видно. Вот, мы тут ходим.
знаю, видно ли вам. Вот, кто-то приехал. Какая-то фура перегородила дорогу. Как говорится, выглядит это довольно круто. Как говорится, да, лучшая защита куропат. Кто-то приехал, какой-то дальнобойщик, остановился и все. Короче, вот, да. Кто еще смотрит? Самые стойкие ребята. Что тут происходит, скажу. Мы стоим возле ресторана, поедим. Сегодня среда, очередь БХД. Ну и меня тоже. Я как бы никуда не вхожу, но я свободный человек. Когда захотел, пришел. Вот, мы стоим тут вдвоем всего лишь. Нас мало. У нас заканчиваются листовки. Вот у меня последние 6 листовок. Поэтому мы выбираем, даем только тем, кто берет.
Потому что если у нас кончатся эти 6 листовок, а нам надо до 8 вечера, как бы, да, смена у нас стоять, то все, придется только фиксировать, снимать номера. Так что понимаете как, дело такое. Очень красиво дальнобойщик какой-то перекрыл дорогу, не знаю почему, что-то было такое. Встал и закрыл всю трассу. Так многие быдланы, которые приезжали, выезжали, у них сдавали нервы, они начинали там писать кипятком, выжимать сигнал, клаксон свой на полную. Кстати говоря, пишите, как оно там вам видно вообще, машины, там номера, то есть, ну что проезжаете, не сильно солнце засвечивает. А то те, кто любит Россию, ватники, нет, а вот те, кто что? И те, кто навязывает эту любовь через политическую точку зрения, типа Путин это хорошо. Так. Ага.
Так, что тут у нас? О, 15 человек. Что тут у нас такое происходит? Ага. Честно говоря, не видел, что тут у вас происходило в чате. Вижу, идет активная какая-то переписка. Я стою возле, вот там на дороге. Мы пытаемся вручать буклеты тем, кто останавливается, кто принимает. По поводу ресторана «Поедем, поедим», чтобы люди знали, что это такое. Вот. Ну, поэтому, если что, не расстраивайтесь, что я не вижу ваши комментарии, не отвечаю на все вопросы. Дело в том, что нас сегодня мало, вообще двое только. Все ограничено, листовок мало. Но такие вот дела. Сегодня среда, сегодня день БХД. И мы стоим в меньшинстве. Вот кто-то писал, где стример, сейчас я покажусь. Вот я. Как вам видно же нормально? Погода сегодня, в принципе, солнечная, но ветер довольно прохладный, если долго стоишь. Это как бы чувствуется. Так, думаю, ответил на вопросы, которые вы задавали. Пока обстановка довольно спокойная. Ничего сильно такого не происходит. Это, как бы, можно сказать, сегодня такой день прямого включения из Куропат. Я просто показываю, что происходит.
Так, привет, привет, привет. Я снова подошел немножко поговорить, посмотреть, что вы тут пишете. Ну-ка, ну-ка. А, так, если бы Лукашенко это хоть с кем-то обсудил, хотя бы с Конопатской какой, бы, это было бы миром. Себя такой, ну, да, то есть, это по поводу сноса крестов. Ну да, все можно было как бы культурно сделать, обговорить мирно, чтобы не было скандала, просто сказать, мы будем облагораживать все, будем ставить ограду, давайте договоримся, чтобы ни вам, ни нам не было как бы такого серьезного ущерба. Я думаю, что можно было прийти к какому-то решению. Не снося кресты в обход. Но видите как, власть выбрала несгибаемую жесткую позицию. Такие дела. Мы стоим в Куропатах, не забывайте репостить, кидайте в соцсети, кстати говоря, в свои соцсети, ВКонтакте, Фейсбуке, в Твиттеры и прочее, где вы там сидите, в Одноклассники, в Дискорды, в общем, такое дело. Мы стоим сейчас на Куропатской страже возле злосчастного ресторана. Поедем, поедим. Сейчас у нас среда, очередь БХД. Посетителей народа не слишком там много, но есть иногда, вы видите. Это такое. Я смотрю, уже 2,5 часа идет стрим. Собственно говоря, что интересное будет или нет, я не знаю. Я просто веду прямую трансляцию из Куропат, чтобы вы могли в любое время зайти и посмотреть, что произошло. Если что-то будет серьезное, интересное, то все это будет здесь зафиксировано. Возможно, звука и не будет особо слышно, но видео будет. Я думаю, качество видео нормальное. Отпишите, кто смотрит с компьютера, как качество видео. Да, отпишите, как качество картинки. Все ли нормально видно. В принципе, камера стабилизирована, поэтому я думаю, что должна быть качество картинки нормальное. Сегодня среда, очередь БХД, мы стоим дальше в Куропатах. Где-то через час, возможно, подъедет Иван, будет немножко веселее. Тут вот люди заходят, здороваются. Здороваются, интересуются, что как происходит, что чего. Иногда подъезжают поставщики, посетители, ну, такие дела. А мы продолжаем дальше стоять.
Так, в общем, кто тут остался, кто смотрит, хочу пояснить по поводу того, что происходит. Если вы смотрели, помните случай, тут приезжала одна женщина, вы, наверное, не слышали, но тем не менее. Она возмутилась, что мы снимаем номера автомобилей, сняли ее номер автомобиля, и она сказала, что вот вы, мол, там, знаете ли вы, что вы не имеете права там меня снимать. На то, что мы сказали, что мы снимаем номера автомобиля, она сказала, вот, вы не знаете там законов, и все. И после этого она сообщила в милицию о том, что мы якобы ее фотографируем, и вот так вот. И поэтому приехал сотрудник милиции, не знаю, участковый, наверное, для того, чтобы разобраться. С нас взял пояснение, всего лишь. Никаких, как бы сказать, проблем. Протокол никакие не составляли, никаких претензий нет. Просто разобраться в ситуации. Вот, поэтому вы видите вот такое дело. Мы его пояснили, то есть как бы никаких претензий нет с его стороны. Он просто взял пояснение, записал данные, и мы продолжаем нести стражу возле ресторана «Поедем, поедим». Оставайтесь с нами, чтобы знать, что еще здесь произойдет. Так что да, вот такое дело, вы видите, участковый уехал, он просто разобрался, взял показания по поводу того, что было, никаких претензий пока нет. Он приехал с этими объяснениями, мы не знаем дальше, что там как будет, пока вроде все норм.
Так, а давайте-ка сменим немножко ракурс. Ну вот, кто не в курсе, сегодня среда, день БХД, я тоже приехал, стою на страже Куропат, раздаем вот привычные листовки, извещаем клиентов о том, что за ресторан, куда они едут, все на месте, охрана, их там нет, и иногда заезжают какие-то посетители, некоторые берут листовки, некоторые нет, кто-то уже старый, то есть постоянно приезжают, и им как бы нет смысла что-то давать, они уже много раз их брали и просто выкинут. А листовок, кстати, мало, всего 6 штук у меня осталось последних. Вот. Нас сегодня только двое, мы в меньшинстве, но мы не сдаемся. Павел Северинец находится на сутках, к сожалению, его здесь нет. Пока вот такие дела. Сейчас произошло первое происшествие за день серьезное, ну, относительно серьезное. Приехал участковый взять пояснение. Вот одна разгневанная клиентка, ватница, даже вот вызвала милицию. Возмутилась, что типа ее снимают. Хотя снимали не ее, а номер машины только. Но да, она все равно из вредности вызвала милицию. Вот, к нам приходит допомога. Ура, уже все-таки больше. Так, вот. Видим, подтягивается помощь. Еще человек один пришел. Все-таки уже втроем веселее. Как говорится, такие дела. Стрим продолжается. Смотрите онлайн в прямом эфире, что происходит в Куропатово сегодня.
так, в принципе, нормально, без помощи ситуации недавно езжала машина. Ехала, она такая, номера снимали, да, она такая, типа, Да, очень приятно, что все еще смотрите, хотя у нас как бы тут так движения немного, вы видите очень мало активности, но приятно, что народ заходит, смотрит, поддерживает. Это Куропатый онлайн, сегодня среда, день БХД, Куропатская стража держится, народ стоит. Нас немного, сейчас уже, кстати, 3 стало, было 2 все время. Стоим по-тихому. Так, можно немножко приподнять. Вот так, наверное, получше. Что менты хотели? А, ты, наверное, Кибер пропустил. Я говорил, подходил там. В общем, скажу заново. Ехала одна посетительница, и, ну, мы, как всегда, фотографировали номера. Номера в базу вносили посетителей. А она начала обучиться, возникать, типа, что вы меня фотографируете, кто вам такое право дал, кто такой закон, я, типа, запрещаю. Тоже нас сфотографировала. А потом вызвала ментов. Приехал участковый и взял показания. Типа, вот такое дело, поступила заявка, что вы там снимаете незаконно эту женщину против ее воли. И мы сказали, мы нифига, мы ее не снимаем, мы номера снимаем, только автомобиль, а не ее. Ну, он так нейтрально написал, составил вот пояснения эти, и все. Как бы никаких претензий пока нет. Повез начальству своему. Да, поможем донатам. Я здесь, к сожалению, ну, это мобильный стрим, я не указывал реквизиты, но под любым другим видео на этом канале можете зайти, там прописаны реквизиты. Через Donation Alert, например, или еще каким-нибудь образом. Кидайте донаты, чтобы я мог приехать и еще разы. Потому что сегодня, вот, сами видите, Павел Сверинец на сутках, и смена БХД очень малочисленная. Если б я не приехал, если бы так не совпали, так сказать, обстоятельства, то вот человек бы стоял один долгое время. Пока Петр подошел к вечеру, это как бы, ну, такое дело. Поэтому поддерживаем репостом, самое главное, поддерживаем лайком, поддерживаем комментариями, ну и донатом, кто, конечно, может. А еще лучше, если вы сами приедете и поддержите, потому что мы видели, подходили периодически люди, немного, но 2-3, и выражали помощь, поддержку, так сказать. Они сочувствовали, говорили, да, мы все знаем, поддерживаем вас, типа, молодцы, отрывайтесь. Такие дела. Так что приходите любой день, вот поедем, поедим. Вот в среду день БХД с 12 часов, остальные дни с 16 часов по минскому времени.
и до вечера. Каждый день в 19:00 в Куропатах на Голгофе молитва совместная за Куропаты, а в воскресенье еще плюс и в 14:00. Приходите также. А теперь спасибо, смотрите дальше стрим Куропаты онлайн и смотрите, что тут происходит.
В общем, привет всем, кто до сих пор смотрит стрим. Стрим наш идет, мы в Куропатах, сегодня среда, день БХД. Мы вот втроем стоим здесь пока, возле поедим, возле ресторана этого, пока на костях. Встречаем посетителей, но большинство это вот прислуга. Вот сейчас проехала женщина,
не обратила внимания. Она здесь, видимо, работает в этом магазине. Поэтому не удивляйтесь, что многим мы не даем листовки. Многие просто уже здесь, ну, как активисты стоят, сколько, 8-10 месяцев. Они уже знают многих посетителей, кто работает, кто поставщик, кто клиент и все такое. И многим не дают, чтобы, ну, не тратить просто листовки, потому что определенные люди, они даже если берут, они их сразу выкидывают потом. А у нас листовок мало. У меня 6 штук остается. Вот, и поэтому такое дело. Многие проезжают, кто не хочет брать, тем мы и не даем, потому что, ну, какой смысл? Главное само то, что мы стоим, да, вот это психологическое давление, камеры и все такое. Люди, именно которые не в курсе, просто приехали не зная, они часто разворачиваются, они пытаются что-то выяснить, а большинство вот этих наглых, которые прут, русскомирцы, они едут по приглашению, они уже тут не раз, это идейные люди, которые, в общем, знают, что это за место, что за кабак, и у них совесть не горит. Поэтому такие дела. Мы продолжаем дальше стоять. Можете смотреть и делиться нашим стримом с другими. Это Куропаты онлайн.
Так. Ну вот, привет всем, кто только присоединился. Мы ведем стрим из Куропат. Сегодня среда, очередь БХД.
Народ прибывает, нас уже вот больше. Уже 5. Потихоньку собрались. Мы возле ресторана поедем, поедим. Вот, если что. Это поедем, поедим, да. Что? Упало, так было все, человек 14-15 стабильно. Кстати, я понял, как надо развивать канал. Помимо Ютуба, нужно по соцсетям, в смысле Facebook, ВКонтакте, вот сюда. Типа ссылку на твой канал и на онлайн. А ты в Фейсбуке есть? Есть ВКонтакте? Есть ВКонтакте. Вот, так надо вот... Я это делаю, я когда А у тебя возможно поделиться стримом? я это и делаю. Я все видео раскрою по всем соцсетям всегда. Вот эти все новости, когда это идет. Я что делаю? Канал у тебя, хорошо, у тебя ВКонтакте есть страница именно твоего канала? Все канала именно я туда рабочую свою стену, плюс в группы. Я делаю как? Я захожу, больше там штук 5-10 оппозиционных, то есть всякие европейские, белорусские, все. То есть после каждого видео выставляю там. Вот так классно, то же самое, есть что-то. Это все делается уже год. Я тебе фото. Какое? Это нормально. Скинь вечером какой-то. Я уже это уже не фотки. А тебя вас фоткали? Кого? Вас? Эти? Да, конечно. Не. Меня уже это знали. Для нас они фоткали, когда они фоткали ситуацию. Нет, так, ну-ка, что у нас? Вот, я не знаю, видно вам или нет. Смотрите на трассу сейчас. И едет охрана. Вот он. Лука. Только что проехал кортеж Лукашенко.
Мы в армии стреляли с калаша. Пеноблоки, певчата, так перца. А старого типа. Помню, пеноблоки, косок такие. Вот насколько пеноблок такой вот, вот насколько он вылазит. Сам пятьсот.
Привет всем, кто только подключился. Сегодня среда, день ВГД. Подписывайтесь на канал. Мы тут стоим в Куропатах возле ресторана. Поедем, поедим, несем стражу. Нас уже сегодня стало 5. 4 человека вы видите, и я 5-й говорю вам сейчас то, что говорю. Вот. И мы раздаем вот такие вот буклеты посетителям ресторана «Поедем, поедим», тем, которые добровольно берут, раздаем, тем, которые не хотят брать, они не берут, как бы их право. Если совесть позволяет, пожалуйста. Мы предупреждаем людей, новых, несведущих, которые не знают, что это за место, чтобы они были в курсе, где они едят, собственно, на каком месте, что это за ресторан такой, и почему мы тут стоим. Большое спасибо за поддержку всем, кто смотрит. Мне очень приятно видеть, что, несмотря на то, что ничего не происходит, я подхожу и вижу, что достаточное количество, 10-15 человек, почти всегда вот присутствует, смотрит стрим, хотя ничего особо не происходит. Сегодня день рабочий, день проходной. Посетителей очень мало, я не знаю, сколько их было. Тут приезжали люди, многие являются сотрудниками ресторана, поставщиками. Конкретно сколько посетителей? Несколько человек, немного, меньше 10. Что ж, мы продолжаем. Подписывайтесь на канал, делайте репост, расскажите друзьям про этот стрим. Это Куропаты онлайн. Мы показываем в реальном времени, что происходит на смене возле «Поедем, поедим», чтобы вы видели это и могли без всяких проблем посмотреть прямое включение. Сейчас надо подойти, чтобы не опоздать на селфи.
Не, я тоже цікаво. О, 12 человек онлайн. Мемориал, так, что там пишут? Мемориал павшим в годы Великой Отечественной? А кто-то спрашивает. А ему отвечают нет. Жертвам НКВД. Да, здесь в 30-е годы и в начале 40-х НКВДшники расстреляли огромное количество людей. Шляхта, крестьянство, интеллигенция, рабочие, очень много людей, известных и неизвестных. От 7 до 250 тысяч. Точное количество не выявлено, поскольку не были раскопаны все могилы. Были раскопки проведены, которые установили доподлинно, что... Да, что было вскрыто 5 могил, были исследованы черепа, личные вещи, то, как люди лежали, собственно, предметы одежды. Это указывает на 30-е годы, на НКВД. Расстреливали из наганов, из маузеров. То есть стреляли в затылок, это тоже НКВДшный метод. Нацисты не так расстреливали. Это как бы говорит о том, кто что делал. Подписан стрим с частичкой. Что там видно? Как бы там ни было написано, сейчас исправить ничего нельзя. И репост, все остальное, это уже потом, когда я приеду. Кто может, делайте репосты, ссылки себе в соцсети, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, ставьте лайк, любая помощь как бы нам поможет. Мы имеем хорошее представление о том, что да как, тем более не мы одни. Проводились раскопки, люди как бы исследовали это. Все это уже описано, доказано. Можете посмотреть в интернете и говорить здесь свои мнения вы, конечно, можете, но глупо спорить, оспаривать то, что это место, где НКВД расстреливало людей. Вы можете посмотреть доказательства. Чтобы возможность. А вот я пробовал Подальше. это, обсудить фотокамеру. Фотоаппарат не можно передать сигнал сразу. Дело в том, что не показывает, на расширении не показывает сигнал. Смотри, здесь фотоаппарат есть HDMI камера. Можно подключить HDMI, включить провод. Если тебе не нужно HDMI, то сделать заклад. Я не знаю, насколько это все избрать какой-то. Проще просто телефон делать. Я пробовал. Смартфон показывает эти фотки, заснято на фотоаппарат.
Смартфон показывает. Через Wi-Fi. Если есть А я пробовал через Wi-Fi, как показывал почасово. То, что показывает аппарат, не хочет, значит. А видно показывает. А видно. Можно не могу нас зробить, это настроить. Да, ну, понимаешь, так вот это не решается. Это надо взять аппарат, как сделать. А так, о чем мы тут говорим? Я пробовал, что получилось качество. Да, стрим идет. Так, здесь предлагали переставить туда за машину камеру. Попробуем это сделать. Притаить ее здесь. Так, вот, мы немножко сменили дислокацию, теперь камера будет направлена так. Если человек говорит, что я не знаю,
По-моему, в таком видео, это, конечно,
Убираться не будет. Просто такие скажем, 5 месяцев. Там можно соревновать, сейчас там можно убирать чуть-чуть. А потом еще можно. У нас, если бы не возьмем, скажем, Это не хочет. Беларусь не есть. потому что нет. Первый декрет. Частный СБ заплатил. Выборы были, опять же, это мне поражает логика.
на колени. На колени. Серьезно? Я для Пецка агитировал, что надо ехать на Черкашку. Так работает. Я Пецке так переключался. Что прикидался. Олег сам не поехал, он тоже будет знать. Он дошкольчик. Вот, а вот дошкольчик, человек, нам собрался, потому что нас сошел. А, надо просто 1,5 часа завод там собрался, вагон едуется, чисто проход. Чисто проход, начало так выглядит.
То есть ты на экскурсию еще не хотел, то есть тебе никто не показывал, что это приставка руками. Из 150.
Это сегодня.
кто-нибудь сидит. 10-11 человек. Кто только присоединился, кто не понимает, что здесь вообще происходит, суть такая. Сегодня среда, сегодня день БХД. Мы стоим смену на страже возле входа в ресторан «Поедем, поедим». Злосчастный этот бульбаш-холл. Вот вы видите активисты, флаг. Мы раздаем посетителям, кто хочет взять добровольно вот такие вот листовки. Информируем их. Вот. Кто хочет, берет, кто хочет, не берет. Это как бы личное желание. Если люди хотят жрать на костях, пускай жрут, пожалуйста. Пусть на здоровье подавится. Мы не против. Мир, может быть, чище станет. Вот, поэтому мы не препятствуем тем, кто хочет проехать. Мы предлагаем взять добровольно листовку. Кто берет, ну окей, тот берет. Вот. Мы тут стоим, нас уже тут приличное количество, весело проводим время. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вступайте в группу в Telegram, Discord. Ссылки можно найти в шапке канала, либо под другими видео. Под этим видео я еще описание не вводил. Когда домой приеду, введу. В общем так, ссылка на донат также есть под другими видео. Поддержите донатом, если у вас есть такая возможность, чтобы я мог приехать еще и в другие разы тоже. И поддержать, в свою очередь, я уже мог бы поддержать защитников Куропат. Не забывайте, сегодня и каждый день в 19:00 по минскому времени на Голгофе, в Куропатах, то есть там вот на верхушке холма, будет молитва за Куропаты, традиционная. А каждое воскресенье еще и в 14:00 дополнительно. Приходите, выразите свою солидарность. Неважно, какой вы конфессии, или даже если вы вообще не верите, просто посмотреть на активистов. Туда приходит много известных людей, оппозиционеров, защитников Куропат. Вы можете приятно пообщаться, задать свои вопросы интересующие. А мы продолжаем стоять. Смотрите за нами. Это Куропаты онлайн. Мы ведем онлайн-стрим. Смотрите все в реальном времени, что на самом деле здесь происходит.
А, да, все так. Так. Українці розуміють нашу мову більше як на 90% заўсёды так. Заўсёды перелистнулось. Размаўляю з імі на сваёй беларускай мове. Да, і яны разумеюць усё, амаль усё. І мы таксама разумеем амаль усё, што яны кажуць. Сам ведаю, размаўляю у чаце з украінцамі. Вы глядзіце нашы пасядзенькі. Так, Слава Каян. Як мокшы убогие, кроме свайго матернага языка, языку свиньи, у людей мова, а больше и не знают. Больше не знают. Так, или на балакаю на 4 мовах. Так, ага, белорусы там, как и Украина, была не по своей воле, да. А какая общая история у Беларуси и Узбекистана? Кот, что кот? Оставайся с нами. Я остаюсь, я просто хожу здесь. На солнце немножко выхожу. Так. Я остаюсь здесь. Подошел покомментировать немножко, чтобы вам не так скучно было.
Ваучер. Это я
Так, настало время немножко пошевелить все это дело так. Снять камеру и в руках подержать немножко, а то она все стоит здесь. Поснимать так. А то народ уже заскучал, все стоит, тут статично, так все херово. Надо походить, послушать комментарии Анны, что она рассказывает. Так, давайте-ка послушаем. Так, а он был виден там. Дениса не пускали в администрацию, но Денис забыл свой паспорт. Я ему сказала, Денис, пошли, но в сенсе, и он это забыл свой паспорт. Чему? С паспортом. Ну, так я кажу, что он паспорт свой забылся. Денис забылся паспорт. А так? Вы подумали, что Дениса уже и туда не пускают. Ну, а так, в сенсе, все нормально. Одни, если все у нас взяли, все зафиксировали, все весь этот стол с паперу, и, ну, ничего, конечно, не пообещались. Так, к нам гости. Такси. Зарегистрировали, да. Зарегистрировали, мне номер есть, то все это есть. И что потом? Этим номером. Сколько на... Знаю. Знаю. О, 19. Виросло немножко. Ні, ну звичайно, отказ 15 суток, а коли сразу які складені речі, то до місяця. Ви думаєте, що буде? Перейшлють віддатися знову? Щиро кажучи, я не ведаю, тому що ми коли писали на конбульба школи, вони наогул адміністрація президента отфутболила, сказала, що це не їх справа. Тобто це перший раз таке було, коли адміністрація президента не переслала в прокуратуру, генеральну прокуратуру, ці ще куди-небудь, а отфутболила і сказала, що це не їх справа. Ну тут... Нет, они не отмовились брать, они просто постоянно в отказе дали. Такие отказники, такие бестолковые. Ну, Олеж, я что хочу сказать, что там шмат питання поставлено, і тим ліку по бульбашколу в гэтым звароце. Ну, калі яны сапраўды хочуць, каб неяк мы выйсці з этой сітуацыі складанай, каб это не супрацьстаяць грамадству беларускаму, то, конечно, яны павінны неяк все ж таки рэагаваць і неяк пытацца выйсці, дайсці выйсці. Агульна нейкі адказ будзе, але ж я спадзяюся, што мы гэты адказ пабачым праз іх дзеянні, я так скажу. Што часам дзеянні бываюць хутчэйшым адказам, чым сам адказ. Калі мы побачым, што нешта рухаецца, я яшчэ сказала, што калі вам не падабаецца белы колер, давайте мы перафарбуем іх у іншую, давайте пра гэта размаўляць. Чаму вы забіраеце нашу маёмасць, вы яе кудысьці звозіце, то бок мы не ведаем, дзе яна, вы яе ламаеце. Мы бачылі, вось самі стаялі, я была сведкам, як крыжы гэтыя былі паламаны, да, там адламаны там перакрыжаванне, крыжаванне, там все гэта. То бок, якое права вы маеце такое так себе паводзіць з нашай маёмасці? Акрамя таго, што вы нас не папярэдзілі, каб мы яе забралі, эту маёмасць, так вы просто вось фактычна так, ну, зневажылі, да, кудысьці там звезлі і это нам не сказалі. Плюс до всяго так, ну, учинили державный вандализм, можно сказать. Что нема? Немає пакуль інформації, куди звезли, ну я... Слові депутата Палати представников ГНК Напашка, перший наместник министра Валентина Шатровка, докладно обозначил, что Баралянский спецлесгаз готовы вернуть крыжи власникам. Отповедно, треба звернуться у спецлесгаз, предоставить документы, что это все властность и крыжи будут вернуты, сказала Анастасия Дукачаева. То есть они у них? Раз вернут, значит они у них, да, там лежат. Теперь заховывающиеся крыжи знесены так. Анастасия Докучаева по
не паведамляў, бо не валодае такой інфармацыі. Пасля гэтага размовы карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да дырэктара бараўляцкага спецлесгасу Александра Мироновича і спытаў, ці гатовы яны вярнуць курапатскія крыжы уласнікам. Так, як вам сказалі ў Мінлесгасе, так і будзе. Пры гэтым Миронович таксама не сказаў, дзе цяпер знаходзяцца крыжы, вывезены з Курапат. Вот так. Да, до побачення, вольный мастер. Так, значит, Курапатская крыжа, что направили? Вопросы направили. Вот, время уже где-то около 18:20, скоро будет вечерняя молитва, которая проходит каждый день в 19:00. Присоединяйтесь все в Куропаты на Голгофе, то есть там вот в центре самого мемориала, подходите на молитву. Вот, сейчас мы находимся возле Гульбаш-холла, несем стражу, сегодня смена БХД, сегодня среда. Подписывайтесь, репостите видео, рассказывайте своим друзьям про Куропаты, про то, что здесь происходит, про весь этот беспредел. Не забывайте про подписку на канал. Ну и смотрите, что происходит. Сегодня я провел эфир из Куропат, показал просто и без купюр день защитников Куропат, как он проходит. То есть вот мы стояли, все, вы можете видеть со стороны, как это происходит. То есть я специально не стал носить камеру все время и показывать от первого лица, я показал как бы со стороны, как выглядит то, как мы стоим. И я в том числе тоже, чтобы вы видели меня в том числе. Вот. Сколько там всяких кружов, как их переводить? Что они с собой так как их воровали, так и не их. Они повинны всех отремонтовать, как минимум вернуть все крыжи целости и сохранности. Потому Там несколько ж было по... Поломанные конкретно крыжи, да. Такие поломанные крыжи. Тому это все. Але що, ну, у нас, нам вертать з крижи, ні, ну, в любой випадку це вертать, це вже, нам треба, це перше. А другое, это... Да. А другое треба подавати в суд. Я ж не чую, що Боровлянський спецлесгаз треба подавати в суд. Работница поехала. Это работница, это Да, это работница. вельми Михаил пишет, я ворш. А чего ты нас не забрал? Чего-то ты, Михаил, не забрал. Скажите, пожалуйста, а что вы там делаете? Скажите, пожалуйста, посмотрите, тут написано, что да, от 30 до 250 тысяч, да? А вот такая большая разбежка, да? Соответственно, откуда вы знаете, вот расстреливали здесь или там в Биксе? Если здесь вот такая вот погрешность, то по поводу места все-таки где-то происходило? Там могилы. Я вам объясню, вы Там земля просевшая. Заходили в лежит. Куропаты туда? Пойдемте с нами в Куропаты сходим. Пойдемте. Ну, вы видели эти огромные Вы же ямы? видели там яму еще? Вы видели эту яму огромную, которую 300 Можете на Биксе рассмотреть? раскопки. Смотрите, вот вы говорите, но вы не слушаете, да? Вот вы послушайте, вот одна яма, да, 300 человек в одной яме. Там таких ям 500 ям, да? Вот вы посчитайте даже минимально, сколько это ям, а сколько слоев людей. Посчитайте технологию убийства. То есть вот и получится, что... Вы понимаете, что в любом месте, где бы мы ничего сейчас не строили, чтобы не делали везде. Нет, понимаете, Это же место массовых мы расстрелов. мы же говорим об этом месте. Это Это место, совсем оно разная история. токсическое. Именно из этого сделали бренд. Ну, Какой бренд? Вот потому что вот это сделали. Бренд сделал Зайдес, когда Да, построил когда Шалман был башку. Построил шалман возле человеческого могила. Тут же никто не стоял до этого просто так. Люди вышли, когда ресторан открылся. Вы знаете, чтобы сколько закрыть. лет Зайдес мемориал? вместе с чиновниками 30 лет уже, как мы построил знаем, здесь. а Зайдес сколько, с 10-го года, да, построил это все? Не, притом построил незаконно. Незаконно. Конечно, не просто. Ниже вокруг кольцевой больше места. не Генеральная прокуратура. Это у Зайдеса спросите, неужели ему места не хватило Генеральная где-то? прокуратура вынесла Почему надо было представление здесь? о сносе, вот там незаконно побудованный устав. Но мафия коррупции у нас, наверное, это более такое сильное. Там, наверное, самый верх это все курирует, потому что, понимаете, как бы люди не снесли, Потомки палачей, Как у НКВД нас? во власть. поэтому В люди... Франции тоже желтым жилетом тоже много чего не нравится. Понимаете, дело не в том, что не нравится, не нравится. Дело в том, что Спасибо. дай Бог, чтобы вас и ваших детей, вот как Однажды сюда как не этих привезли. ребят, однажды сюда не привезли. Рано или поздно это Не поставили будет. на краю ямы. Если мы с вами допускаем вот такое, если вы допускаете приехать в полицию, Сделать, чтобы был английский газон. Утром нужно его косить, вечером ребята, поливать. причем тут английский А язык? если мы будем ходить на площадь, то будет
Какая площадь? Мы писали на прокуратуру, писали куда только мы не писали, да, поэтому, но ресторация работает, она не работала 6 лет, пока мы писали, да, она 6 лет не работала, она заработала, поэтому мы тут стоим. Вот вы должны понять, почему мы тут стоим, охляруя вот своим временем всем и всем своим здоровьем. Постояли зимы, постоим еще сколько надо, пока она не Чтобы закроется. человека пока все хорошо не думает о том, что однажды может оказаться Здесь здесь. может быть музей, здесь может быть что угодно, только не увеселиться. Это заведение, оно оскорбляет память. За 50 метров не должно быть никаких забав, ни батутов, ни пьянок, ни гулянок. Мы уже столько насмотрелись. Поэтому все это... Люди не должны забывать, что это может всегда повториться с такой властью, как у нас. И вы тоже об этом не забывайте. Несколько раз уже есть Ялкина. Сейчас у меня не обрадуется. А при чем тут Радио Свобода? Я просто блогер, неравнодушный человек. И да, Михаил, если ты в чате, отпишись. А почему ты, Михаил, не забрал меня? Мы же договорились, что ты зайдешь или что-то как-то дашь знать. А то я думал, что тебя нет, ты еще здесь. Думаю, ты же дашь как-то знать. А то ты уже горше сказал, что заберешь. Ну, теперь мне придется своим ходом добираться. Мы же так не договаривались. Надо же было Михаил хоть предупредить. А эти были, как всегда, вот эти, ну, с камерками. А ось и не было. Бачите, что Они мы, все в СМИ. наверное, не видели. Мы поміж собой мы тихенько домовились. Они в СМИ, они СМИ мониторят, что эти, не сами. Не Вот если вы, на улице никого. Я побачили, что мы Если збираємося бы все был на на видеоконфликт, то почему он не заходит, не подходил? Потому что он взял конфликт из твоего видео, из стрима. Кто? Он, почему он тебя не снимал? Почему он не снимал тут? Он, почему он стоял? Ну, это не так. Он, если будет какая-нибудь ситуация, он возьмет конфликт из твоего стрима. Не-не-не, Понял? Ось не звичайно, вони обуч, там будуть сидять, бачите, Кто? их там нет, а сегодня их там не было. да не было, потому что нет, потому что Я не если видно, вы через прессу, то да, так нет. Потому что мы вчора тільки вирішили, Ну, сенсі так ми... вот, вы же не подавали. Да, мы Ну, вчора, так так я повідомила так журналістам. Ну, Это я корреспондент. быстренько раскидала по Фейсбуке, на самом
особисто. Ну и все. Если бы они будут на Радио Свободу, то Рада Свобода так само кіпчила. интересно, почему в единицу вчера наверное, не вот бачу. вот двери два этих. Да. Он же не звонил, когда... А чем закончилось? Он же выходил, наверное, из дома или не выходил? Ушли? Через 5 минут после ушли. А, Вот ветер сейчас. да, ветер был сильный. Холодновато. Надо же было посмотреть, сколько ХДшников было, БНФников выйдет на вахту. Ну, так как люди пришли, что мы с Виктором не БНФ. А лишь мы выйдем, потому что чатирка. Алена Назначает на чатирку. На Ариночку БНФ. Да, ты ставил? Ветер задувает микрофон. Я, Валера, Виктор, час. Да, бывает. О, мотоциклист прет увага. на полной скорости. Вот, видели? Где-то палец 30 сюда цилиндр. Вата ватная. Типичный представитель русского мира. И завсегдатай такого ресторана. О, смотрите, смотрите. Видите как? Выгоняют клиентов. Как это, клиентов выгоняют? А если поесть пришли? Не стучи. Братин, открывай. Не стучи. Не стучи. Братин, открывай. Это братья. Ну, гонщика заснял, ну что, он же в шлеме, и, как говорится, что Радио Свободы и Белсата. Какие информационные порталы посоветовать можете? Посоветовать можем блогеров, в основном, ну, как бы блогеров. Можно посмотреть, что там у нас сейчас. Николай Масловский, не знаю, вроде выпускает видео еще. Так, дальше по Гомелю Максим Филиппович. Могу посоветовать. Там, кстати, вчера была ситуация, чувака какого-то там менты прессовали, мент с автоматом. А потом, что еще? В Бресте народный репортер Денис Марук. Анатолия Сайгона могу посоветовать, если вы любите такое, ну вот, так сказать, больше не политическое, а социальное, такие душевные разговоры, там, через чат-рулетку с ватниками, да, попытки понять их, убедить, путешествия тоже, да. Ну, мой канал, конечно, подписывайтесь. Там дофига всяких каналов. Канал Молоди БНФ, например, есть. Есть канал Рудобельская показуха Андрея Паука. Много чего. Есть стримы ведут многие активисты в Фейсбуке. Это можно в группах найти все. В их группах. Потом, ну, еще кто-то что-то ведет. Это из белорусских блогеров, если вы имеете в виду. Если вы по Куропатам конкретно, то есть, в принципе, по Куропатам Свобода, Белсат, ну, я вот сюда иногда заезжаю, активисты, бывает, стримят. Павел Северинец, когда есть, он стримил, другие там тоже. Но в основном Свобода, Белсат, из тех, кто сюда заезжает, из крупных каналов. А двері, як яны адчиняють, телефонують перед тым, як что? Як заехать. А двери там руками просто открывают. Охранники стоят и смотрят. То есть охрана обычно открывает двери, просто когда активисты подходят, их сейчас закрыли, а так обычно двери все время открыты. Это если ты имеешь в виду ресторан. Их сейчас закрыли. Что это? Книга жалоб по предложению. У якім вигляді знаходиться книга скаргаў, тому што яны не дазваляюць прайсці на тэрыторыю рэстарацыі там, дзе яна павінна знаходзіцца, і пісаць на тэрыторыю рэстарацыі, прадставіць месца, прадставіць нармальныя чалавечыя умовы. То бок згодна з канстытуцыяй мы маем права на гэтыя умовы, маем права на годнае стаўленне да сябе. Але ж рэстарацыя паедзем, у іх няма жадання выконваць заканадаўства. Яны робяць усё магчымае. Вось сёння мяне гэты чалавек, вось які называе сябе ахоўнікам, называецца адміністратарам. Я паспрабавала прайсці на тэрыторыю рэстарацыі просто таму што я маю права як спажывец прайсці на тэрыторыю. Ён мяне взяў і выкінуў рукамі, фактычна выпіхваў сваімі рукамі за кошт сваёй сілы. За кошт сілы ён гэта не мае права.
яго немає на гэта права. Ну, будзем зараз пісаць чарговую скаргу на яго. Яго уже аднойчы ён уже атрымаў уже тут, наверное, я спадзяюся, што уже адміністрацыйную справу. І крыўдзіў, і абражаў, і выпіхаваў. Але ж ён яшчэ пакуль працуе. Я спадзяюся, што хутка яго адсюль звольняць. У любым выпадку спадарства тыя людзі, хто бачыць, магчыма, тут, калі вы сюды едзеце, вось вы паглядзіце на эту сітуацыю, якія тут супрацоўнікі. І я скажу так, што это ўжо ніжэй нейкага чалавечага дастоинства наогул ехаць у рэстарацыю, дзе такія людзі працуюць. Бок мала таго, што знаходзіцца побач з чалавечым магільнікам, дык яшчэ з такімі брыдкімі супрацоўнікамі. А что вы будете писать в жалобе? Буду писать скаргу, что человек перавысіў свае паўнамоцтвы, что человек адміністратор, які наогул іх не мае ліцэнзіі на ахову, ён не мае права распускаць наогул рукі, я маю права зайсці ў рэгістрацыю як спажывец, грамадзянин Рэспублікі Беларусь, якія мае права надзелены правамі спажыўца згодна з заканадаўствам беларускім. Гэты чалавек мяне гэтага права лішыўся, не то бок ён пазбавіў, і мала таго, да мяне яшчэ і гвалтоўна мяне, ужыў да мяне гвалт, я б так сказала. Так, ну что там у нас? 34. 34. Ага. Меньше, чем через полчаса состоится молитва в Куропатах. О, блин, слушай, туда еще минут 20 назад. Читаю чат, Михаил пишет: здорово, я ворш. Я говорю, блин, а что, не мог предупредить? Уехал, сам сказал, заберет, сам не забрал. Ну, так что пойдем на молитву. Будем уже до 8 тогда. Не, мы после молитвы. Я с Петром после молитвы. Ну понятно, просто я буду до конца смены. Что, тебя не забирают? Ну, не смотри, я же тебе говорю. Михаил пишет сейчас в чате, говорит, я ворш, привет. Нормально. Да, поехал уже там. Сколько глядачов? 16, 17, 18 выходил. У Кольки завтра приходит. У 16. И долучайте до Куропатской варты. Вот тут. Да, вот 51 километр МКАД. На чем можно доехать? На 53-м троллейбусе, на 46-м. Двойка, 921, 24, 87, 13. Ну, Никто достаточно. никого не бьет, никого не преследует. Приезжайте поговорить. Да, постоять, просто поддержать. Не останавливаться машины. Если вы не останавливаете машины, просто на обочине с краю стоите, к вам вообще никаких вопросов ни с чьей стороны не будет. Никаких вопросов. Ну да, к нам был один вопрос от участкового, но это так. Надо было фамилию. Про фуру, про эту расповедали уже? Про эту, да? Да, этот дальнобойщик, он бывает иногда в рейсах, и на время, когда он не в рейсах, он ставит машину, проявляет тем самым, как бы сказать, солидарность оборонцам. Да, прикрывает нам левый фланг. Очень сильно спасает, когда было ветер, когда был дождь, люди за нее заходили. Фигово плохо, когда ее нет. Когда дождь, а ее нету. Она тут, он дальнобойщик, вахта нет, я так понимаю. Что там еще, какие вопросы? Да, пока никаких, вот этот был вопрос последний. 16. Нормально. Ну, немного. Просто сегодня стрим такой вот почти 6 часов идет. Это как бы, камера стоит, какие-то люди топчутся там. Это как раз, помню, я стримил где-то, на Ворш, там где-то на квартире тоже какая-то сборка, там оппозиции, сходка. Кто-то или выступал, или что, а кто-то в чате написал, типа, что это за порно-актеры там собрались. Куропатская варта, Да. безопасно. За нее отказываться не предусмотрено. Если только не кричать «Живи Беларусь», или нахуй с флагом. Ну вот, можно и флагом помахать, как бы ничего. Не кричать «Живи Беларусь», потому что можно и 23-34.
Вот очень раз немного слышно. Если кто услышит. Это вот такое место, что тут и все было. Тут и надписи были. А на том плоте вообще акварелевой краской. Есть, там, кстати, можно и посмотреть даже. Сейчас покажу надпись. То, о чем говорим. Чтобы, так сказать, не быть голословным, то вот можете глянуть. Надпись, если вам видно. Вот, видите? Стертые надписи. Было что-то заляпанное. И там. Вот там. Не знаю, как оно видно вам там. На заборе здесь. Кабак НКВД закрыт. Вот надпись баллоном или с чем-то акварелью говорят. Но я думаю, что не акварелью, чем-то посерьезней. Закрыт. И тут ганьба. Что надо по-тихому готовиться, скоро будет уже и выступать туда, минут через там 10-15. Уже кто-то спрашивал там. Просто там многие там украинцы, там неизвестно, с разных частей Беларуси, они все равно, они не спрашивают. Ну вот я говорил постоянно, да. Просто вот один человек сам спросил, я тогда говорю, в 16 часов. Ну, когда завтра приходить, видимо, хочет подойти. 16 часов, а в 19 часов каждый день молитва. Да, я это говорил несколько раз в течение стрима. В воскресенье в 2 часа вообще. Вот, да, такие дела. Ой, присяду. Мы все стоим еще. Куропатская стража держится. Вот, я снял камеру сейчас с треноги. Поносить немножко, показать, а то как бы статичная картинка очень надоедает. Вот что здесь у нас творится. Посетителей сегодня немного. В принципе, как и вообще машин. Были всякие такие товарищи, там и поставщики, и хрен знает кто. Такие вот дела. Активисты пишут скарги на неправомерные действия охраны. Это не слышно все равно, далеко слышно. План сделать кабак банкротом. Что это там такое? Ну, и так себе делают. Все и так делают банкроты. Посмотрите, сколько там наведено Да, каждый день. немного. Ну, что они Прибытка нет никакого, Марат. Именно вот человек правильно написал. Ну что тут уже? Процесс написания жалобы идет. Так, да, прошу принять меры і звольніць працы адміністратора Міхала ў сувязі з тым, што чарговы раз адміністратор паводзіў сябе абразліва. Выпихнуў мяне рукамі з тэрыторыі рэстарана, ўжыў сілу. Я, як грамадзянін Рэспублікі Беларусь,
Ділений законодавством Республіки Білорусь правами споживця, не порушаючи громадський порядок, зайшла на територію ресторації про відкрити браму з метою навідування ресторації. І отримала ось такий гвалт з боку адміністратора Міхала. Лічу поводила адміністратора. Як написати лічу поводила? Лічу, не приймаю. Вот, минут 15 осталось, потом на молитву. Ну, почти там 40 с чем-то, да. 43. Да, 40. Ты будешь идти. Что там, если какие-то вопросы? Ну, тут пишет, что вот это тот вопрос был. План сделать кабак банкротом, и там люди тоже пишут, зменшить прибыток, типа увеличить расходы. А на машины надо наклейки с надписью «Ватник» клеить. Еще лучше. А как вы поймете, кто ватник, а кто нет? Не, Вы же ну вот по этим лицам вот пишете. товарищам. Так они их сдерут все равно. Тем более, что это ну так незаконно. это, Машина это вот их хулиганство собственность. уже. Да, это, это хулиганство. Наклеите наклейку и сколько там, до 2 лет, по-моему, за мелкое хулиганство. Нет, это нет, это административка. А, это административка. Главное, если ты разобьешь что-нибудь. Вот это вот. То есть крупное хулиганство Да. только. Но все равно административка, там сколько там могут, и 10, и 20, и до 50 базовых, наверное. Или сутки могут. Да, и либо 15 суток. Так что за наклейку, А ну давайте на фоне. да, сфоткайтесь. Давайте. Ага. Шерикот до нас. Ось блогер. Ну вот это уже побольше, чем в самом начале. А то туда сняли, мы большую часть вдвоем вот стояли, вдвоем стояли вот и все с утра. Потом потихоньку больше. А были на видео? Ну, были там немножко совсем. Ну, потому что такие дни, это дни фактично, тут смотрите, и не треба, потому что А чего не захотел тоже сфотографироваться? Групповое фото, защитники Куропат стоят, надо было тоже стать на селфи. Так. Ну что ж, сегодня через сколько-то уже тут время. Да, по-тихому. Так, надо сложиться. Подождите-ка. Минутку. Так, минутку. Сейчас мы... Извиняйтесь за помехи в картинке. Так, подержите рюкзак, кто может. Я сейчас отстегну. Так, отстегну, достану чехол, чтобы штатив свернуть. Так, извиняйте за такой вид, тут картинка, все это портится, потому что... Ты еще снимаешь? Конечно, стрим не останавливаю. Молитву показать, как там что. Ну а что уже, раз остаюсь тут так до последнего, тогда до 8. На телефоне тримаєш хлопці, беру себе, працює, Что? на телефоні. Кто? Ну, твої, Они ворши уже. сніми. А як тобі забирати? На п***зе. Что снять? А что? Так это же... Это что тут такое? Табличка. Я зимой снимал эту табличку. Я ж тоже говорю, не знал. А тут смотрю, читаю чат, пишет, говорит, я вор.
Я говорю, нормально, да, сказал, я заберу, там все, приехал, не сказал ничего. А тебе кинули в чужом городе. Не, ну и хорошо, что деньги-то с собой взял, так что ничего. Это не страшно. Так, сначала надо рюкзак, а потом штатив сверху. Так, сейчас я надену рюкзак. Людей сегодня мало, больше. В субботу больше всего ваты. О, еще след ватника. Вижу, вата здесь шла. Возвращался пьяный ватник. Вон яблоки какие-то. Домой. Итак, мы сейчас идем на Голгофу, чтобы совершить традиционную молитву. 19:00 каждый день приходите. Вот. Потому что у тебя нет нормального аккаунта. Что-то мы сильно отстали. Так, идем наверх. Посмотрим, кто сегодня у нас придет и сколько человек будет.
А коль никого, кроме вас, не знаю. Сейчас поднимемся, тогда видно будет. Оно наверху там, Марат, на Голгофе именно. Возле памятника вот этого центрального. Пока я не вижу никого. Сейчас видно будет. В прошлые разы были. А, вон кто-то ходит. Какие-то люди идут, да, собирается народ. Ну да, немного. Ну вот люди только идут еще. Заходят с той стороны. Понимаете, сегодня рабочий день. Многие на работе. Поэтому, в отличие от воскресенья, тут заранее такие толпы не собираются. Большая часть людей будет идти оттуда, со стороны Зеленого луга. Люди только собираются. Здорово. Что ж, будем ждать, пока народ подтянется. Еще время есть. Да, особенно красивое зрелище это после того, как стемнеет, когда горят эти лампады. Когда мы возвращались в прошлый раз, это действительно как бы впечатляет. Поэтому советую вам, приходите на молитву в Куропаты. А также на стражу возле ресторана поедем, поедим. Что тут постоянно остается перекружек. Да. Никто не забыл. Что ты? Ты не забыл, в этой Украине живет? Да, шашлыки жарить приходит. И ничего. Да тут ничего святого немає, погано це лава Да. і робить шашлыки, да. Забраться до ключ з нержавейки, здати на нержавейку. Тут булдозики буде із... Так що ми? Ну, зараз камери стоять. Где там эти веселье? О, народ подтягивается. Итак, вот сейчас у нас как бы довольно пусто, мало людей. Вы, наверное, думаете, что никто не пришел. Ну вот, мы видим, идет значительная группа людей впереди, сюда. Я думаю, что это не последняя еще группа людей, там, наверное, еще будет идти. Итак, сейчас мы посмотрим, кто там у нас идет. Следите за трансляцией.
Да, похоже, там идет крупная основная группа, там, наверное, вместе с ними пастырь, который обычно проводит эту молитву. Нихраптор плюс, это плюс что? Для поддержки стрима. Да, спасибо большое за поддержку, все, кто поддерживает, кто может прийти и поддержать Куропаты лично, кто не может, то лайками, комментариями, репостом, подпиской на канал, донатом, кто как может. Любая помощь – это большой плюс, и мы благодарны вам за любую вашу помощь. Вот официальный памятник, выставленный в Куропатах. Да, одиночные люди еще придут, возможно, кто-то опаздывает. Вот мы видим, идет какой-то человек, постепенно приближается к нам. Вероятнее всего, он тоже идет сюда, чтобы принять участие в молебне. Сестры, давайте напевно почнемо молитву. Спочатку я хочу прочитати псальм 10. Після почнемо молитися, співаємо некілька співів. Чому стоїш отдаль, Господи, ховаєшся в час напасть? Про сваволю безбожников мусить полохаться у Боги, попадается на хитрых, что они повыдумляют. Бо выхваляй безбожник, что ему жадается, грешник похваляется и разом зневажая Господа. Безбожник уписи свою погоржая Господом, не узыше, нема Бога. Вось усе думки у Його. Что он починає все учить Йому? Суди твои высоко от Його отдаленные, на всех своих ворогов гребливо дмухая Його. И он говорит у думце своей, николи я не похиснусь. З роду в род увяду не попадуся. В устно ягоне полное проклёнов, криводушности и издев. Под языком моего мука и погибель. И он сидит у засаде на позадворках, украдня забивая невинно. Вот же ягоне сошить за несчастливым. И он подпил новое у засаде, будцем леву в ушары свои. Сошить, как уловить у ворога, хапая городника, утягивающий его в свои сети. И он тулится до земли, подкрадается, и от моца ягоне гине много несчастливых. И он каже в сердце своим. Бог забылся. Закрыл обличье свое, не убачить николь. Повстань, Господи Боже, узними руку Твою, не забывайся о пригнешенном. Чему безбожник, зневажая Бога, кажучи в сердце своим, ты не взышешь? Ты ж бачив в это, бо ты позираешь на муку и горе, как взять у руку свою. Тебе покидая их несчастливым, ты допомога сироте. Зломай руку безбожнику, припомни негоднику беззаконие его.
каб болей яго не знайсці. Господ, цар навекі назаўсёды. Пагане шчэзнуць зямлі яго. Ты чуеш пажаданні пакорных, Господи, ты умацняеш сэрцы іх, ты схіляеш вуха сваё, каб даць справядлівасць сіраце і прыгнечаным. Няхай людзі смяротныя гэтым не палохаюцца больш на зямлі. Господ Ісус, мы прыходзім да Цябе ў гэты вечар. Господ, мы прыходзім тут, на гэтае месца, для того, каб праславіць Цябе, для того, каб узвялічыць Цябе, для того, каб узнесці Табе, нашаму Господу і нашаму цару, всю славу, всю честь і всю хвалу. Мы вывышаем Цябе, і мы праслаўляем Цябе. І, Господ, мы звяртаемся да Цябе, тому што мы ведаем, Господи, што Ты бачыш, Господи. Ты бачыш, Господи, все, што адбываецца, ад Цябе нічога не схавана. Ад Цябе не схаваныя ні самыя таямнічыя намеры сэрца, ні тое, што робіцца потай у цемры, і тое, што робіцца сярод белага дня, і тое, што абвяшчаецца з даха. Усё ёсць, Господи, перад Табою, і ўсё пішацца ў памятную кнігу Твою. І, Господ, мы прыходзім да Цябе, таму што мы ведаем, што мы самі нічога не можам зрабіць. Але мы прыходзім да Цябе, да таго, які трымае ў сваіх руках пачатак і канец, які трымае ў сваіх руках неба і зямлю. І мы праслаўляем Цябе, наш Господ. І мы прыходзім сюды, ў гэтае месца, для таго, каб маліцца за нашу краіну, за наш народ. Для того, каб узносіць да Господа наши молитвы, узносіць да Господа наши спевы, Господи. Каб узносіць да Господа уздыханне нашего сэрца, Господи. Тому что, Господ, Ты есть той, які чуеш, Ты есть той, які ведаеш. Табе, Господ, слава і хвала на веки веков. Аминь. Славите Господа, имя Его новое, слава Его новое, аллилуйя. Прославляйте Господа, имя Его новое, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Господа, имя Его новое, аллилуйя. Там, где есть плач, сердце изранены, свое слово Бог дает. Там, где есть плач, сердце изранены, свое слово Бог дает. Прославляйте слуги, прославляйте Господа, имя Его новое, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Господа, имя Его новое, аллилуйя. Бог кличе нас, самим нас ее, где благодарить в хвале. Бог кличе нас, самим нас ее, где благодарить в хвале. Прославляйте прославляйте Господа, имя Его новое, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Господа, имя Его новое, аллилуйя. Переможем все, снявши руки до небес. Божий народ, переможем все, снявши руки
прославляйте слуги, прославляйте Господа, имя Ягоное, о, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Господа, имя Ягоное, о, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Господа, имя Ягоное, о, аллилуйя. Прославляйте слуги, прославляйте Господа, имя Ягоное, о, аллилуйя, аллилуйя. Господь наш, мы стоим, Господи, перед Тобой. Мы стоим, Господи, перед Твоим обличием, Господи. Мы стоим тут, на этом месте. И, Господи, мы возносим Тебе хвалу, Господу, який один достойний хвалу. Господи, який один тримає у своїх руках, Господи. Наші минувшини, наші будущі. Господу, який есть, завжди Альфа и Омега, есть початок и конец. И мы приходим до Тебе, мы стоим перед Тобой. И, Господь, мы просим Тебе за нашу Украину, за наш народ. Господи, на этом месте, Господь, болью и попутно, в этом месте, где лежат закатованные тысячи людей, там, где лежит закатованные, Господи, сотни наставников, Господи, сотни святоров, Господи, сотни письменников, Господи, там, где тысячи людей, которые могли столько заработать для этой краины. Господи, мы стоим тут, мы слишком на Тебе, мы просим Тебе, мы просим Тебе, Господи, бачишь нашу милость, бачишь нашу силу, бачишь, Господи, то, что мы, как народ, мы, як ми саморішуємося, віримо, як ми вірі, як слабкі. І, Господи, ми звертаємося до Тебе, ми кличемо до Тебе, Господи. Злітуйся над нашим народом, і обведай наш народ. И обведай, Господь, не со своим судом, Господь, за наше беззаконие, наше грех, и мы кличем Тебя, Господи, не бойся. И, Господи, обведай, Господи, со своим превышением. Мы шагаем в Тебе, наша Беларусь, она шагает в Тебе, и мы, Господи, стоим тут, як знак того, что наша Украина, она потребует, Господи, что наша Украина, она потребует, Господи, Твоего дзея, что наша Украина, она потребует, как Ты заработал, Господи, что Ты, как Ты пришел, и Ты переменил нашу Украину, Ты переменил нашу Украину. Господи, мы шагаемся, Так, прямо сейчас происходит молитва. Вот здесь пастор Евангельской церкви проводит совместную молитву с другими представителями Евангельской церкви и просто всеми людьми, которые вышли, выразить свою солидарность и показать, что они поддерживают защитников Куропат, они против того, что произошло здесь, против сноса крестов, показать свою позицию, также почтить память погибших здесь людей, репрессированных. Вот вы видите целый лес крестов, все заполнено крестами. Это лишь небольшая часть, далеко не над каждой могилой. То есть вот ямы, в которых лежат люди расстрелянные, стоит крест, но вы видите даже то, что можно заметить. Это огромное количество железных крестов, деревянных крестов. Одни новые, другие уже трухлявые, всякие. Это кресты, которые установлены в память о расстрелянных НКВД людях, которых здесь от 7 до 250 тысяч здесь покоится. Так, вот мы видим, идет какая-то еще женщина, опаздывает немножко. Наверное, она также сюда.
народ. Неправда я в темень лягла, сними же, Иисус, этой гнев, и вызволь от лютого зла. Придил я этой дворы, вёски придил городы, живил я сердце Иисус, чакає тебе, Беларусь. Живил я сердце Иисус, чакає тебе, Беларусь. Як добре з тобою, Ісус, як хороша там, где ты есть. Нехай тебе вся Беларусь отдай свое сердце и лёс. Придил я этой дворы, у вёски придил городы, живил я сердце Иисус, чакає тебе, Беларусь. Живил я сердце Иисус, чакає тебе, Беларусь. Господи, мы шагаем в себе, мы потребуем в себе. Мы потребуем в себе, Господи, и мы пишем, Господи, зараз в этот час. В этот час, напередодні Свято Пасхи, свято, коли ми вспоминаємо особливий спосіб. Навіть люди, які, може бути, далекі і не ходять за церквою, ведають про эту помощь, Христос у вас скрозь, ведають от вас, заблудив вас скрозь. І многие люди, які, може бути, на протягом года ніколи не вспоминають про Бога, але вот это на Рождество, на Пасху, и вот приходят в церкву, и вспоминаешь про то, что заблудишь, что отбылось, что важно. Ну что, примерно вы видели, что происходит. Вы видели воскресенье, как происходил также вечерний молебен, и видели, что далее мы отправились достаивать смену. Также у нас заканчивается смена ПХД в 8 часов 20:00. Вот, и поэтому сейчас я заканчиваю стрим. Спасибо всем, кто смотрел. Большое спасибо тем, кто поддерживал. Приходите, подписывайтесь на канал, репостите, ставьте лайки. И, конечно, вступайте в наши группы. Позднее в описании будет добавлены ссылки на группы, на каналы и реквизиты для донатов. Под другими видео на этом канале вы можете найти и ссылки, и реквизиты на донат. Если вы можете пожертвовать какие-то средства на развитие канала, можете сделать это. Если вам позволяют средства, еще лучше, если вы приедете и поддержите вживую своим присутствием защитников Куропат. Постоите возле ресторана, поедем поедим в Куропатах. БХД в среду стоит с 12 до 8 вечера. Все остальные партии с 16:00 до 21 в остальные дни. Также каждый рабочий день в 19:00 вот здесь, в этом месте, вот так происходит совместный молебен за Беларусь, за Куропаты, в память о жертвах и против того, что государство снесло незаконно кресты. Кроме того, каждое воскресенье люди приходят также и в 14:00, когда происходит еще одна дополнительная молитва здесь, в Куропатах. Всем спасибо.